Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия Вика. Сегодня мы с вами вяжем вот такой вот рюкзак. У меня в кадр не сильно влезает, вот, но я вам на фотографиях сейчас все покажу. Значит, вяжется очень просто, как раз идеальный вариант для новичков, вот, для тех, которые только делают первые шаги крючком, вот. Вот идеальная версия. Все заготовки у меня с Алиэкспресс. Пряжа у меня, вернее, рафия у меня из магазина, ссылочки на которые я оставлю. Вот здесь вот вверху смотрите Инстаграм их, сайт их по промокоду Вики Книтинг. Работают они по Европе. По промокоду Вики Книтинг вы можете в первые 5 дней купить со скидкой 10% рафию. Рафия очень качественная. Это вот этого ISPE бренда, поэтому и считается она самой качественной рафией вообще пока во всем мире, я так думаю. Ну, так говорят во всяком случае. Значит, рафия у меня с этого магазина, компоненты у меня все с Алиэкспресс. На Алиэкспресс ссылка будет в описании и в первом комментарии. Значит, давайте, две бобинки у меня ушло, и вот еще сколько осталось, немного осталось здесь. Вот, ну, я еще буду панаму вязать в тон, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы этого всего не потерять, и чтобы быть в курсе всех новинок и новых мастер-классов. Значит, что в этом комплекте? Видите, донышко хорошее. Это рюкзак. Это не сумка, это рюкзак. Вот в комплекте все. Буквально за 2 дня он вяжется, и буквально одним столбиком, и все очень быстро и очень просто компонуется. Поэтому вот такой вот у нас сегодня рюкзак. Еще у вас куча времени приобрести пряжу. Посылка моментально приходит, буквально пару дней по Европе. Очень быстро все приходит. Вот, с пряжей, ну, Алиэкспресс у нас немножечко тормозит, да, но ну, у нас еще к лету есть время. Вот так вот, поэтому можете заказать пряжу панаму, я через пару недель вам добавлю, сделаю мастер-класс. Вот, и можно пока связать панаму. Придет пряжа, вот, привыкнуть к ней. Ну, а связан рюкзачок просто столбиком без накида. Никаких прибамбасов, никаких наворотов, никаких умных добавлений, убавлений. Все вперед из песни, столбиком без накида, и шикарная вещь, просто шикарная вещь получается. Я его оставляю себе, я довольна, никому не дам, буду носить. Вот так вот. И еще хочу показать при открывании. Смотрите, он вот раскрывается. Вот так вот делается шире, потом закрывается вот здесь вот по бокам. Сверху молния. Очень удобный, очень практичный и очень хорошо выглядящий. Вот этот хвост я заправляю вовнутрь, когда закрываю. Вот и все. Он нам нужен, чтобы полностью раскрылась сумка. Все, девчонки, давайте вяжем, чтобы мы были красивые и стильные к лету. Итак, девчонки, с чего мы начинаем? Мы берем деталь донышка, крючок 3 миллиметра. Далее я сделала 4 отметки, вот посередине, как бы ровная часть детали, между этими отметками 8 дырок, и снизу тоже 8 дырок. Вот они, 2 отметки, 1, 2, и здесь 1, 2. С чего мы начинаем? Мы начинаем с обвязки сначала по дыркам. Значит, где-то я начинаю вот здесь, где у нас крепится, чтобы, если что, вдруг что, у нас там все закрылось. Значит, я делаю первую петлю, достаю, видите, вот эту пока я оставляю, и обвязываю донышко. Не затягиваем, не растягиваем, так, чтобы вот эта ниточка у нас
красиво, аккуратно ложилась, чтобы она не провисала, ну и не стягивала. Вот так вот. Это легко вяжется. Давайте помедленнее. Продеваю крючок, здесь захватываю нить, вытаскиваю и продеваю через петлю. Так, есть. Мы провязали по кругу. Вот здесь вот у нас нить висит. Ну, как висит. Теперь мы обвязываем вот таким вот образом. Из каждой дырки. Так, нет, здесь я еще одну провяжу, чтобы закончилась цепочка. Все. Теперь из каждой дырки я вывязываю 2 петли. Раз и 2. И 2. Вот она дырка. Но я прям так. Раз и 2. Прям из петли я достаю. Сейчас еще раз покажу. То есть 2 петли провязываю. Вот прямо из петельки я ее протыкаю и провязываю 2 петли. Раз и 2. Далее снова раз, 2, раз, 2. Таким образом мы идем прямо к первому нашему обозначению по 2 петли из каждой дырочки. Так, вот сейчас я подхожу к этой дырке, которая, видите, обозначена обозначение. Я, конечно, немножко неправильно обозначила, надо было напротив дырочки. Вот я ее закрыла, и следующую дырку я из нее вывязываю только одну дырку. Вот. Ой, одну петлю. Все, 1. И иду дальше. Дальше у меня по 2. Всего одну. И иду до следующего моего обозначения.
Так, и тут вот смотрите обозначение. Теперь я делаю перед обозначением. У меня вот это неправильно. Вот здесь вот я вывязываю опять одну, а далее перехожу на 2. То есть по одной петле я вот провязала, и вот там, где у меня обозначение. Все остальное по кругу по 2 петли. Так, и я продолжаю свой круг, выключу уже камеру. Вот. И только в этих вот 2 местах я сделаю по одной, далее везде по 2. Так, вот смотрите, я обвязала по кругу. Вот моя рабочая нить. Что я сделала? Я забыла вот эту нить при обвязке. Нужно было прям сразу ввязать в это все, поэтому я сейчас крючком ее тонким продену и обрежу. Вот. Теперь смотрите, что далее. Далее я замкну вязание в круг вот таким вот образом. И еще пройду по периметру полустолбиком. Для этого в каждую петлю ввожу крючок и провязываю полустолбик. Вот такой вот бортик красивый у нас получается. Вот видите? И так по кругу. Вот. По кругу. Прям сюда. Так, вот провязала я по кругу. Видите? Теперь довязываю. Прям весь круг. Вот эта петля, с которой я начинала. Теперь вытаскиваю петлю, ввожу крючок как бы сзади наперед, первую, следующую петлю, и подцепляю эту петлю и увожу ее в эту сторону. Вот. Теперь я вязать буду вот так, столбиками с накидом, вот за вот эту вот петлю. Смотрите, здесь у нас остается бортик. Вот видите, вот у нас здесь косичка и за заднюю петлю второй косички. Вот. Вяжу круг. Вот по периметру вяжу круг. Вот, смотрите, сейчас оно вроде бы как такое непонятное, но оно все потом уже пойдет вверх. Тут самое главное остаться в той же плотности, в которой вы начали. Вот сейчас вот вы переходите сейчас, и я перехожу, и вы переходите на круговое вязание. Вот. Все. У нас не будет ни стыков, у нас не будет ничего. Мы сейчас вяжем по спирали. Мы вот здесь вот соединили, видите, перешли, не сделали петлю подъема, и по кругу вяжем столбиками без накида. Все. Продолжаем вязать и наслаждаться.
вверх. Итак, у меня провязано 32 сантиметра, и в рядах это 64. Еще раз считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну да, сантиметра это 2 ряда. Вот, я сейчас последний ряд провязываю полустолбиком, как бы завершить вверху. И у меня как раз на бобинке, смотрите, сколько остается пряжи, ну, рафии. Вот один кружочек я провязываю полустолбиком. При этом завершается ряд. Прохожу один круг. Так, вот я провязала по кругу, довязываю. Смотрите, девчонки, чтобы соединение было именно со стороны спины, да, ну, чтобы просто было красиво в конце, в ту же петлю провязываю. Так, беру крючочек потоньше и продену. Теперь смотрите, девчонки, да, это вязка, ну, столбик, да, он косит, и это его, и вообще крючочное вязание очень часто косит. Поэтому на этом этапе либо уже отпарьте изделие, либо намочите, дайте высохнуть. В том виде я отпарила отпаривателем. Положила, кстати, свернула полотенце, положила вовнутрь, запихнула, прям запихнула так жестко, да, и отпарила и дала остыть. Не отпариватель. Вот, чтобы форма была уже, и пусть здесь небольшая косина есть, но нужно, чтобы была уже как бы готовая форма. Теперь смотрите, смотрим, здесь у нас спинка. Значит, здесь нам нужно пришить вот эту вот деталь с ручкой, да, с этим всем. Значит, что я делаю? Здесь равномерно распределяю, чтобы по бокам у меня осталось одинаковые, как бы, ну, одинаковое количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, отлично. Теперь надо как-то зафиксировать. А сверху у меня 1, 2, 3, 4. На 4-м столбике я нахожусь. Ну, в принципе, можно вот так вот и начать. В иглу я продеваю нить. Здесь отсчитываю 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отсюда сверху отсчитываю 3. 1, 2, 3. Вот оно будет начало. И я сюда продеваю нить. А вот здесь вот я ее фиксирую. Вот. Есть. Вот так вот у нас будет. Вот теперь вот по этим дыркам мы будем шить матрасным швом. И желательно 2 раза туда и обратно. Вот. В принципе, я думаю, оно и так будет держаться.
Так, и заканчиваем. Так, я тут закончила не туда. Видите, ушла ниже на 4-й ряд. Так, раз, два, три. Вот. Все правильно. Так, здесь я прям несколько стежков сделаю в конце. Так, а здесь вот тоже завяжу. Вот и все. Так. Так, все, спиночка пришита, задняя деталька. Теперь переднюю деталь. Так, проверяем. Да, задняя должна быть напротив этих. Теперь переднюю. Смотрим, ставим. Сейчас немножечко вам... Я просто первую пришила, и мне нужно было... Вот определяю. Раз, два, три. Вот здесь вот. Так. Продела иглу. Теперь фиксирую с этой стороны. Узлом. Вот, отлично. Вообще, девчонки, на всякий случай, после того, как свяжете, оставьте где-то, спрячьте кусочек немножечко этой рафии, вдруг где-то что-то перетрется, да, вот, чтобы потом, ну, или порвется какая-то ниточка там, где вы пришивали. Так, смотрите, края я фиксирую 2 раза, может даже и 3 нужно. Давайте 3. Да нет, 2. Так, а теперь пошла сшивать. Сейчас я просто вам расскажу те мои наблюдения. Вот первую детальку я пришила. Расскажу, на что обратить внимание. Обратить внимание вот здесь вот, чтобы не было петли, да, не затянутой. И вот чтобы не протыкать ниточку. И лучше шить вот так вот по одному стежку. Раз, назад. Вот, видите, уже я не затянула. Вот об этом я говорила, что хорошо затянуть нижнюю нить, чтобы не было там петли. Так, 2. Вот, видите? Вот оно. Так.
конце тоже делаем на одном месте несколько раз. Так, 3 уже сделала. И все, и закрепляю ниточку. Молния у нас пришита. Очень быстро, очень удобно и без напряга. Так, есть. Теперь, так, девчонки, вот я уже попробовала одну вот эту бретельку пришить. Теперь смотрите, сейчас вам покажу. Значит, что нам нужно? Вот эту часть я подклею сюда горячим клеем и прям приклею вот так вот. Вот. А с вот этой вот деталькой, смотрите, какие пироги. Что мы будем делать? Сейчас все вам покажу. Ниточку. Значит, нам нужно, я сейчас объясню свои действия, чтобы вот эта часть, эти штучки у нас служат для застегивания, чтобы вверху не был рюкзак широкий. Значит, на заднюю деталь, там где ручка, идет вот эта длинная часть. Кнопочка у нас должна быть вот здесь вот посередине. Вот мы так сложили, совместили с кнопочкой и вот так вот сюда продлили. Вот, значит, здесь у нас будет пришита вот эта блямбочка. Сзади, длинная сзади, можно наоборот, тут уже на ваше усмотрение. Так, буквально 4 стежками. Здесь оставила нитку, потом я ее завяжу в конце, когда закончу. Так, прям впритык к этой застежке. Еле в дырку попала, представляете? Не могла попасть в дырку. Так, все, одну я с одной стороны пришила, здесь я делаю узел. Как-то он у меня прям в одной дырке и закончился. Теперь перехожу. Все, простите за грохот. Вот. Теперь с этой стороны вот так, чтобы здесь у нас было плотненько, потому чтобы вот эта штучка выполняла функцию как бы стягивания верха рюкзака, чтобы все у нас выглядело очень красиво. Так, низ придерживаю пальцем. Можно чуть ниже разместить. Это на ваше усмотрение. Вот как вам нравится. Еще хочу вам сказать, что... Так, хочу еще вам сказать, что у нас будет и панама из этой пряжи в комплект. И еще, возможно, я какие-то
сланцы сделаю. Ну, шлепки, да, украшу в тон. Возможно, ну, невозможно, а точно не из рафии. Если найду точно такой же хлопок такого цвета, у меня есть черные, а еще лучше коричневые, нужно купить обычные шлепки, вот, и сделать, обвязать их. Так, у меня нагрелся пистолетик, вот как раз я вам, он у меня такой страшненький, вы уж меня приклею, вот и все. То же самое сделаю здесь, а там у нас все будет, не будем его никак обрабатывать, вот, только здесь. Отлично, пусть застывает. Ну и все, девчонки, вот. Такой вот у нас рюкзачок получился. Осталось нам вот все, мои хорошие. А на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.